Деревенские жители с большой осторожностью воспринимают все новое, поэтому к приезжим относятся, если не с опаской, то рассматривают критически, как ученые в микроскоп. И гости не в счет, эти побудут и уедут, но вот кто решил поселиться в деревне, тому придется сполна ощутить этот пресс повышенного внимания на себе. И не дай Боже, если новичок еще будет слишком необычным. Травницы и колдуны вызывают у деревенских повышенную озабоченность. Даже если никакого колдовства на самом деле и нет, слишком зависим крестьянин от множества условий. Тут тебе и погода, и природное окружение, выражающееся в наличии диких животных. Особенно это касается городских, решивших обосноваться на свежем воздухе. Сразу же появятся слухи, что человек неспроста уехал из беспокойного городишки, поскольку почти все деревенские в душе желают переселиться в город. Это повелось еще с колхозов, да так и не выветрилось до конца. Она была именно такой, бывшей городской, да еще и травницей. И само собой колдуньей, по мнению местных баб. Миф этот успешно поддерживался нелюдимым характером и тяжелым взглядом. Впрочем, жила она не совсем в деревне, а это сглаживало обстановку. Собачиха жила на отшибе. Дом был старый, но крепкий, да и подворье хорошее имелось. Раньше здесь жил кузнец с большой семьей, но потом настигла деревню революция. Кузнеца и его семью с дуру раскулачили, но позже реабилитировали, только вот хозяйство его прежним так и не стало. Местные успели растащить все, что плохо лежало, даже кузнечные инструменты сперли. Хотя, конечно, потом почти все вернули. Как же без кузнеца в колхозе? А потом грянула проклятая война. Из нее уже никто из семьи кузнеца не вернулся. Дом стоял пустой, и когда собачиха приехала в деревню, заняла его без всяких вопросов и возражений. Звали ее тогда Наташкой, но со временем имя забылось, а осталось только прозвище собачиха. Получила она его за любовь к собакам. Подбирала раненых и больных и выхаживала, как умела. А умела она это делать как-то по-особенному хорошо. Все собаки у нее выздоравливали и жили потом бодрыми и сильными. Раздавала она их с радостью, но не просто. «Если какая потянется за тобой, так тому и быть», — говорила она желающим взять у нее животину. И тут, как не уговаривая ее, но на веревке уводить никого не давала. Вот если легла на сердце собачья душа, значит и жить вам вместе. Лечила она и людей травками и отварами, да руками своими умелыми вывих там вправить или боль старую унять, а то и позвоночник на место поставить сможет. Денег не брала, но от подарков не отказывалась. Хотя и свое хозяйство у нее было в порядке. Огород всегда можно было фотографировать хоть для журнала, как образцово-показательный. Корова давала столько молока, что колхозные могли только позавидовать. Женщина она была крепкая, даже мощная. Жила она одна и мужиков близко к себе не подпускала. Суженый, сунувшийся к одинокой бабе, получал такой отпор, что потом неделю стыдно было на улице появиться. Местные ведьмы ее называли, но немного побаивались. Хотя услугами ее порой пользовались. Хворь человека донимает и в деревне, а больницу в каждом селе не поставить. Вот и ходили к собачихе, а так не на посиделки, не просто в гости этого с ней никто не водил. А собачиха и не напрашивалась. Ей собаки и ее одиночество скрашивали. С ними она и разговаривала, и гладила, и даже в глаза смотрела. Видно, что-то там говорила без слов. Лес от деревни был рядом, порой скотина пропадала, и улей медведи ломали. Но к собачихе безобразничать не лезли. Мужики с ружьями в лес порой все деревни ходили, прореживать лесных хищников. А потом этот случай и приключился. Собаки разрывались диким лаем, да так, как на чужого никогда не лаяли. Собачиха накинула тулуп и вышла из избы. У ворот стоял матерый, серый волк и смотрел ей прямо в глаза. «Чего пришел? Ступай себе домой». Собачиха, не отрываясь, смотрела в глаза хищника. Волк не выдержал и отвел взгляд. Повернулся к лесу, но потом остановился и снова посмотрел на женщину. Что уж она тогда увидела в его взгляде, да только взяла лыжи с топором, запахнулась и пошла за ним в лес. «Вот чего ты меня звал», – задумчиво промолвила она.
Волчица лежала на снегу с разорванной лапой, да и с позвоночником какая-то беда у нее приключилась, задние ноги не шевелились. Собачиха долго не раздумывала, соорудила из лыж сани и уложила волчицу на них. Так и притянула во двор, только на собак прикрикнула. Волк было сунулся за ней, но она его живо наладила, и хищник вернулся к лесу, а волчицу она затащила в избу и принялась за лечение. Что уж она там с ней делала, того никто не знал. Долго волчица жила у нее, аж до самой весны. Даже волчат родила в избе у собачихи. Постепенно собаки привыкли к волчьему запаху. Зато люди в деревне узнали как-то про собачихину пациентку, и однажды заявились к ней мужики с требованием выдать им волчицу с волчатами. Да только видно плохо они знали женщину. Она взяла вилы и встала с ними в воротах, почище того солдата. А как она умела смотреть, про это словами не рассказать. Мужиков отрок взяла, мурашки по спине побежали. Постояли тогда и разошлись по домам. А тут уже и снег сошел, да и волчата подросли. Вот однажды ночью она и вывела волчицу с потомством из избы, да и повела в лес. Волк уже ждал их на краю. «Ну будет вам целоваться-то?» Собачиха дала немного порадоваться встрече и облизать морды друг другу. «Теперь слушайте сюда». Собачиха смотрела в глаза волкам и что-то говорила. Говорила долго и в глаза смотрела не моргая, а потом потрепала по холке, как собаку домашнюю, да и отпустила в лес. Поутру собачиха отправилась к деревенскому магазину, где была редкой гостьей, ведь даже хлеб она пекла сама. Бабы судачили, ожидая открытия магазина. А собачиха встала немного в сторонке и сказала своим ровным голосом, от которого у многих мурашки бегали по спине. «Волки вас больше не обидят, но и вы в лесу не озоруйте, зря животину не губите. А волков и вовсе больше не стреляйте, тогда и скотину вашу никто не тронет. А слушаетесь, худо будет», сказала и пошла к себе домой, так ничего и не купив. А по селу быстро расходится молва, да только с тех пор даже медведей в той деревне пчел беспокоить перестали. А мужики, если и охотились, то только на стол глухаря там или тетерева с зайчиком. Прониклись собачихиной угрозой, поскольку на слова она была скупа и лишних никогда не говорила. Раз только видели люди, как собачиха с волками стояла у леса, разговаривала с ними и трепала по холке, как собак своих домашних. А что с нее взять? Ведьма, она и есть ведьма. Вот такой удивительный рассказ. А вам спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, как бы вы поступили на месте деревенских жителей, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. Всего вам доброго. До встречи!